Более 3 веков назад, чтобы избежать неприятностей с налоговыми службами, американские бутлегеры при Луне делали кукурузные виски. Отсюда и пошло его название – «Лунный свет». Сегодня это виски вышло из тени истории и производится вполне легально и уже при дневном свете, но в народе его по-прежнему называют «Лунный свет». Это чистое, свежее кукурузное виски крепостью 50 градусов было нектаром беззаконников. Прошло несколько веков, но оно все так же притягательно. В Виргинии это виски по-прежнему делают по старинным рецептам, проращивая кукурузу. Этот процесс называется солодоращением. В большом баке смешивается небольшой объем проращенных зерен с обычными зернами кукурузы, а потом эта смесь направляется на мельницу. Внутри мельницы автоматизированные молотки измельчают смесь до кашеобразного состояния. Это высвобождает часть крахмала и подвергает его воздействию энзимов из проращенных зерен. Эти энзимы превращают крахмал в сахар. Часть этой перемолотой кукурузы будет использована для изготовления дрожжевой закваски. Ее добавят к воде в баке и будут кипятить до тех пор, пока это не превратится в густое сусло. Когда будет получена желаемая консистенция, эту смесь охладят до комнатной температуры. Чтобы дрожжи быстрее поднялись, в смесь добавляют еще дрожжей и вдувают туда воздух. Это будут жидкие дрожжи. В другом баке смешивают 1 тонну кукурузы с водой, и потом все это кипятят. При кипячении крахмал опять превращается в сахар. Когда смесь охладится, она вместе с жидкими дрожжами перекачивается насосом в бак для брожения. В течение 4 дней дрожжи будут превращать сахар в алкоголь. Во время этого процесса также образуется углекислый газ, который выпускается в атмосферу. Винодел по нескольку раз зачерпывает жидкость и внимательно ее изучает. Если она кажется слишком густой, процесс преобразования сахара в спирт еще не завершен. Когда достигается нужная вязкость, эта жидкость перекачивается в большой медный котел для кипячения. Точно таким котлом пользовались и много веков назад в лесах для производства лунного света. Его нагревают до 82 градусов Цельсия. При такой температуре спирт закипает, а вода нет. Когда спирт выкипает, смесь пропускается через конденсатор. Полученная жидкость имеет крепость 80 градусов. От одного глотка спирает дыхание, поэтому ее разбавляют водой, понижая крепость до 50 градусов. И теперь можно разливать ее по бутылкам. Чтобы сделать более темные виски, в него опускают нечто похожее на большой чайный пакетик. Это древесная стружка, завернутая в суровую марлю. В течение 2 месяцев виски впитывает вкус и цвет этой древесины. Когда виски приобретает золотистый оттенок, его переливают в дубовые бочки. В течение 2 лет виски выдерживается в жаркой комнате. Жара заставляет его расширяться и впитывать в себя вкус дерева. Но давление может вызвать в бочках трещины, поэтому винодел регулярно проверяет, не текут ли бочки. В выдержанное виски добавляется немного воды, чтобы понизить содержание в нем спирта. Вода всегда смягчается и фильтруется, чтобы удалить из нее все минералы, которые могут повлиять на вкус виски. На разливочном участке робот разливает виски по бутылкам. Здесь не проливается ни одной капли. Потом робот плотно, чтобы не проникал воздух, завинчивает пробки на бутылках. Это позволяет сохранить аромат и вкус старого кукурузного виски. На следующем участке другой робот берет этикетки, наносит на них клей, а потом наклеивает их на бутылки. Для производства этого старинного американского виски нужен старинный рецепт и современная технология. И неважно, какое виски вы предпочитаете, разбавленное или нет, старинное кукурузное виски даст вам немного истории. За здоровье!